Мать всех материнских плат. Ух, ничего себе. Все бесплатно. Ты сюда приходишь, такой, вау, буду плавать в бассейне, массажироваться на кресле целыми днями, вкусно жрать, пить пивас. И ты предал Microsoft и ушел работать в Google. Друзья, это Сергей. Сергей, ты работаешь в Google. Я работаю, да, разработчиком программы. Как вы можете догадаться, да. G Suite. Вообще это штаб-квартира Google Cloud. То есть Cloud разросся сейчас до таких размеров у Google, что для него построили вот буквально новую штаб-квартиру. Это прям совсем новое здание. Да, они первое здание ввели пару лет назад, потом стали достраивать еще здания. Вот сейчас их 4. G Suite, я не знаю, это Google календарь, Gmail, Docs. Которые продают как бы компаниям вместо Microsoft Office и прочее. Ты откуда? Я из Москвы. А ты из Москвы? Москве, да, приехал 3,5 года назад. А до этого где работал? Работал в Deutsche Bank в России, потом перешел в Microsoft, который перевез сюда. И ты предал Microsoft и ушел работать в Google? Я получил карту и, соответственно... Подожди, то есть Microsoft тебя перевез, он тебе купил билет сюда, да? Буквально купил тебе билет, и ты в благодарность пошел работать в Google. Но я отплатил свой долг Microsoft. Кошмар какой. И как здесь работает? Вообще работается хорошо. Сложно, конечно, много отвлекающих вещей. Нет, но работы много, как бы тебя никто не требует каких-то конкретно, там, приходить в какое-то конкретное время, что-то делать там конкретно сейчас, но ты должен выполнять работу. А много русских здесь? Я пытался найти точную цифру, но мне кажется, 5%. То есть много? Ну, много, да. Но не сравнить с Индией и Китаем, соответственно, которых, не знаю, 70% суммарно из Индии и из Китая. Но русских, да, достаточно много. Ну, если мы считаем русских, как бы глобально Украина, Беларусь, Россия, русскоговорящие. Ну, здесь, я такое, никто ж не разделяет? Нет, конечно. Ну, есть глобальные цели годовые, есть цели квартальные, которые каждая команда ставит перед собой. Дальше идет двухнедельные, так называемые спринты, итерации, на которые вся команда разбирает задачи, соответственно, ассайнит эти задачи на сотрудников. Ты их выполняешь, то есть тебя обычно никто не пушит, не подталкивает, так сказать, вот. Но раз в полгода происходит перформанс-ревью. Это что Все такое? это учитывается. Ну, оценивают твою производительность. На основании этого ставят какие-то оценки, выдают бонусы и прочее. А ты сколько здесь уже работаешь? 1,5 года. 1,5 года? Да. Ну и все пока нормально, да? Пока не уволили. Так, какие льготы у Гугла? Давай вот. Льготы? С точки зрения работы. С точки зрения... Ну, еда. Вот это типа ресторан. Да, это И тоже бесплатно? Да, тоже бесплатно. Все бесплатно. Нужно делать резервацию. Там за 2 недели желательно, иначе места уже не будет. Хоп. Вот, а это интересно. Обратите внимание на название. Бифстейк. Да. И, как можно догадаться из названия, здесь дают вегетарианскую еду. Да? Не, ну здесь видно по декору стен. Как оказалось, бифстейк — это сорт помидора, Ага. вот, которые здесь основное блюдо. Здесь подают, например, бургеры, где вместо мяса вот этот помидор, кусок помидора, бифстейк. Это самое большое столовое на кампусе. Тут есть 1, 2, 3 станции, 4 салат-бар и суши-бар, на котором идет каруселька с суши-блюдами. А вот здесь прямо То есть такая каруселька есть. как в ресторане, да, каруселька с суши-блюдами. Это все бесплатно для сотрудников? Да, для сотрудников. Для гостей? И для гостей. Ну, есть полиси для гостей, то есть там, по идее, не больше 2 гостей, которые, точнее, едящих гостей в месяц. 2 едящих в Фейсбуке, там все своих родственников, Да, в Фейсбуке, кстати, многочисленных все свои приводят бесплатно есть. Да, там полиси более там, то ли бесконечно, то ли до 10 человек за раз. То есть ваши
гастарбайтеры водят сюда всех семьи. В общем-то, да, все. Ну, да нет, я бы не сказал, что злоупотребляют, но там по пятницам вечером, может быть, в обед или когда каникулы в школе. О, как тут мило. Бариста уже закрылся, а так можно было попить хороший кофе. Слушай, ничего, вот буквально за 5 минут вывалили еду, и теперь все едят и стоят в очереди за едой. Всюду еда, 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 еда и кофе. Жратва на каждом этаже. Так. Жратва, вот куда не идешь, повсюду еда. Что вот называется Rocket Lounge. А, и здесь тоже бухают все. Тут тоже все бухают. Можешь работать из дома, если тебе так удобно. Офигеть. Ну, если... Ну и в принципе можешь работать и из любого офиса Google, из любой точки мира. В принципе, да. В принципе, да. Ну, если ты договорился с начальством, естественно. Ну, у тебя начальник нормальный? Нормально. Я, да, периодически работаю из московского офиса, когда езжу домой. Который, к сожалению, практически Он же- весь закрыт. Так, а в Москве остался офис? Там остался офис, но там закрыли полностью инжиниринг, то есть там нет программистов вообще. Там остались sales, локальные команды, customer relations, Ну и те, кто ФСБ сливает данные, ну и да, естественно. типа того. Вот, но работать оттуда можно, внутренняя сеть, все доступно, да. И очень вкусно. Ты же был в московском офисе, да, я видел репортаж. Я был в московском офисе, Да. конечно, несколько раз. Там очень вкусно кормят. Если... Ну, то есть вот этот лес сказок с этими Да, блинами, всё осталось. это еще все есть. Да, это все есть. Скажем так, в американских офисах, так как много людей из Индии, из Китая, еда, соответственно, тоже имеет уклон к индийской, очень много китайской, острова, какого-то такого, не очень привычного русскому человеку. Вот. А в Москве, соответственно, все так, как мы любим. Салатик. Так, хорошо, значит, бесплатная еда, что еще? Спортзалы, бассейны. Ой, я даже бассейн вижу. Вот так вот, четверг, 4 часа дня, народ уже весь расслабленный, плавает, пиво пьет. Красота. Вот где бы в России в 4 часа дня кто-то пил бы пиво и плавал бы в бассейне? В какой компании? Может, в Яндексе? Да, конечно, в Яндексе. Пляжного волейбола. Пляжного волейбола, так. А где комната для массажа стоп? А вот как раз здесь. Комната для массажа. Все, уже было в Москве. Да, это есть Огород? огородный клуб. Огородный клуб у вас? Да. И сотрудники ходят и что-то там, помидоры, я не знаю, поливают. Да. На территории есть стиральные машины с сушками, потому что фишка в том, что не у всех дома есть стиральные машины, и Google это понимает, ну здесь, в Калифорнии. Google это понимает, и некоторые люди приходят сюда стирать. А пришел на работу постираться. Да, люди так делают. Некоторые люди, у кого нет семьи, там вполне могут жить в офисе, постоянно есть. Была история про человека, который припарковал грузовик на парковке Гугла и в нем жил, как бы, потому что, да. Ну, я не знаю, вы, наверное, слышали про рынок недвижимости в Калифорнии, Да. который просто сумасшедший. Вот, и да, людям некоторым приходится так делать. С жильем Google никак не помогает? С жильем нет, Google не помогает. Для интернов, если ты пришел проходить стажировку, они помогают как-то, либо предоставляют жилье, либо дают просто кэш. Вот. Но если ты уже пришел просто как
ну, с рынка, грубо говоря, то нет. Тебе дают зарплату. Которую... Ты за сколько снимаешь? Я снимаю в Mountain View апартамент двухбедрумный за $3000. Без стиральной машинки. Ты снимаешь трехкомнатную квартиру? Ну, грубо говоря, да. по-русски, гостиная, да. совмещенная Two с bedroom, кухней, да, и 2 спальни. Так. Про зарплату ты говорить не можешь, да? Или можешь? Ну, нет. Окей. Ну, скажем так, это Google старается платить там 95% по рынку, то есть топ 5%. Это что такое? Ну, грубо говоря, если есть Так, ну, давай так. 100 компаний Ты расскажи просто про средние зарплаты, кто сколько получает в долине. Ну, в долине, программист там, не знаю, что. Ну. в долине, да, могу сказать, ну, скажем так, человек с опытом студенты, приходящие после университета, в принципе, могут получать 150-200 тысяч долларов в месяц. Ну, Чего? это, в год, простите. Так, Ну, скорее 150, то, в принципе, это абсолютно реально получить 150 тысяч в год. Дальше идет уже, если ты в топ-компании, ты начинаешь получать там 250, 300, 350, 500. Принципал. Разработчик может получать 400-500 тысяч в месяц в год в топовой компании. Есть такое сокращение FANG. Это Facebook, Amazon, Netflix, Google. а Там Apple? два да. FAANG, как бы. Amazon, Apple, да. Microsoft в этом списке нет. Вот, ну, хочу сказать, что большая часть этой компенсации, то есть чем старший разработчик, да, по уровню, это стоки. У нас пугают вот оттоком мозгов из России. Вот, ты уже утек. Вообще так, ну, вот, по ощущению вот, из долины, да, вот ты смотришь, есть проблемы? Да, я заметил, что очень много людей как бы из моего круга переехали за последние там, как раз 3 года, 4 года. Да, здесь прямо Майнкрафт. Спать нельзя. Может, только медитировать. Слушай, ну хорошо, ладно, уговорил. Я согласен здесь работать. Да. Слушай, это мне понравился корпус такой, с лыжами. Он самый новый из всех, видишь? Он еще А, не это успел. самый новый. Самый новый корпус. Кстати говоря, у Гугла есть такая программа, на полгода выдают вот такой вот электрический велосипед Да ладно. бесплатно. Подожди, вот этот велосипед дают бесплатно. Вот именно такие, вот эти вот 3 велосипеда, я так понимаю, они по этой программе. Ух ты. То есть, ну, парковок мало, город требует у Гугла, чтобы каким-то образом людей пересаживали. А то есть это город заставил Google всем давать Не электровелосипеды? заставил, но он как бы пушит все компании, чтобы Мгм. улучшить график. И Google решил попробовать такой вариант. То есть он дает на полгода велосипед, ты должен хотя бы 3 раза в неделю на нем ездить, чтобы как бы быть eligible для этой программы. Если ты все это выполняешь, тебе в конце дают еще $500 скидки на покупку своего велосипеда. Там, и Офигеть. Здесь какой-то модный фонтанчик. Это бесплатные велосипеды. Они вот таких вот. Они во всех офисах Google. Они вот такие вот яркие цвета. И можно брать и ездить между этими зданиями. Ну что, друзья, вот так вот выглядит офис Google. Один из самых новых их офисов. Вообще у них почти во многих странах и во многих городах Америки есть офисы. Можно посмотреть в описании к этому ролику ссылочки на мои другие отчеты. Из-за того, что вечер, а у меня еще немножко акклиматизация, я уже начинаю тупить, но надеюсь, вам было интересно. Если так, то не забудьте поставить лайк, пишите в комментарии вообще, насколько вам тема офисов интересна, стоит ли продолжать и делать такие обзоры. Вот. Вообще, конечно, нам сложно понять, как люди работают в такой обстановке, но вот к чему приводит конкуренция за людей. Сюда со всего мира съезжаются, стекаются лучшие мозги, самые умные, талантливые люди. И вот приходится конкурировать не только зарплатами, но и условием работы. Спасибо.
Вот, было очень интересно. Удачи есть, правда. Надеюсь, после выхода этого видео тебя не уволят. Я тоже Ты столько надеюсь. всего рассказал нам. Вот. Да, спасибо за эти ноутбуки, что ты мне передал. И коды последних ваших разработок. Это шутка была.